Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Холодный атмосферный фронт принес в Испанию нестабильные погодные условия, сопровождавшиеся мощными грозами. Осадки были особенно интенсивными в северо-западных, южных и центральных регионах. Местами непогода сопровождалась порывами ветра скоростью до 70-90 км в час. В отдельных регионах также выпал крупный град. Согласно данным Метеослужбы Испании, наиболее интенсивные осадки и грозовая активность наблюдались во второй половине дня и ночью. Было выпущено оранжевое погодное предупреждение для провинций Вальядолид, Самора и Авила. В провинции Вальядолид ливня привели к затоплению улиц, подвалов и дорог. Местные жители сообщали о повреждении автомобилей и имущества. В Валенсии и Андалусии крупный град повредил теплицы, жилые дома и сельскохозяйственные угодья. В некоторых районах градины достигали 5-7 см в диаметре, что привело к разрушению кровли и стекол. В пострадавших регионах из-за подтоплений и упавших деревьев было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение. Градовые штормы уничтожили значительную часть урожая в Альмерии, ключевом регионе для экспорта овощей и фруктов. Пострадали также апельсиновые и оливковые плантации. Фермеры сообщают о миллионных убытках. Местные власти уже обсуждают меры поддержки аграриев. Региональные власти Кастилии, Леона и Валенсии объявили о создании фондов для компенсации ущерба фермерам и жителям. В Альмерии начата оценка разрушений тепличного хозяйства. В Канаде лесные пожары распространяются с рекордной скоростью. По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, огнем уже уничтожено более 3 150 000 гектаров леса, что превышает среднегодовые показатели. При этом сезон только начался. Наибольшая активность очагов возгорания наблюдается в северных районах Британской Колумбии и Альберты, а также в лесном поясе, простирающемся на юго-восток до Онтарио. Основной причиной новых возгораний стали удары молний. Пожары негативно сказываются и на качестве воздуха, ухудшая условия жизни для миллионов людей. В Манитобе на сегодня действует 27 активных пожаров, еще 24 в Саскачеване. В Альберте удалось достичь наибольших успехов в локализации очагов возгораний. Тем не менее, несколько неконтролируемых лесных пожаров продолжают бушевать и там. Синоптики предупреждают, что ситуация может резко ухудшиться с возвращением сухой и жаркой погоды. Очередной период аномально высоких температур ожидается уже к предстоящим выходным. Пожары уже привели к эвакуации больше 34 000 человек, и количество населенных пунктов, попадающих под эвакуацию, постоянно увеличивается. Look at the sky. It's pretty wild.
10 и 11 июня в округе Сан-Бернардино, в штате Калифорния, разгорелся крупный пожар, получивший название Ranch Fire. Начавшийся во вторник, 10 июня, около 14 часов 33 минут по местному времени, пожар, поддерживаемый сильным ветром, быстро распространился по сухой местности, охватив более 1700 гектаров к вечеру вторника. К утру 11 июня пожар удалось локализовать на 10%, но он продолжает представлять угрозу для построек и жителей в районе Эппл-Вэлли. Пожар сопровождается сильным дымом, который заметно ухудшил видимость на дорогах. Движение на шоссе 18 и ряде других было ограничено из-за близости огня и сильного задымления. Власти издали приказ об эвакуации для зоны от Милпас Драйв до Хай-Роуд, южнее шоссе 18, из-за непосредственной угрозы для жизни. В соседних населенных пунктах были открыты эвакуационные центры для людей, а также несколько для крупных животных. На борьбу с огнем брошены значительные силы. Пожарные в первую очередь сосредоточены на защите построек от пламени и создании линий сдерживания в условиях сложного рельефа. Также используется авиация, но сильный ветер ограничивает ее активное применение. — 11 июня в 19 часов по местному времени в 70 километрах к югу от города Хуалянь на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился на глубине 31 километр в Филиппинском море. Толчки ощущались по всему региону, включая столицу Тайбэй. Центральное метеорологическое управление Тайваня оценило магнитуду в 6,4. За основным событием последовал афтершок магнитудой 4,3 на глубине 39 километров. Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщило, что интенсивность толчков в Хуаляне достигала 4 баллов по 7-бальной шкале, а в Тайбэе – 2-3 балла. Сообщения о значительных повреждениях зданий, дорог или коммуникаций пока нет. Геологи отмечают, что землетрясение 11 июня, вероятно, является частью продолжающейся сейсмической активности, связанной с разломами вблизи Хуаляня. Тайвань расположен в сейсмически активной зоне на Тихоокеанском огненном кольце, где сталкиваются филиппинская морская плита и евразийская. Плиты сходятся со скоростью 75 мм в год, что делает восточное побережье острова, включая Хуалянь, особенно уязвимым для землетрясений. На Гавайях начался 25-й эпизод извержения вулкана Килауэа, одного из самых активных вулканов в мире. Эпизоду предшествовали газовые выбросы, небольшие купольные фонтаны и эпизодическое разбрызгивание лавы. 10 июня Гавайская вулканическая обсерватория сообщила о начале предшествующей активности в кратере Халимаумау. Около 5 часов 54 минут по местному времени лава начала вытекать из северного жерла, сопровождаясь свечением и эпизодическим выбросом брызг. 11 июня в 11 часов 57 минут началось устойчивое фонтанирование лавы из северного жерла. Фонтаны достигали высоты около 100 метров, что эквивалентно высоте 30-этажного здания. В результате извержения потоки лавы покрыли дно кратера Халимаумау. К 12 часам 30 минутам активность усилилась с увеличением объема и интенсивности лавовых выбросов. Извержение ограничено закрытой зоной национального парка вулканов Гавайев и не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов. Килауэа, расположенный на большом острове Гавайев, является одним из самых активных вулканов мира,
извергающимся почти непрерывно с 1983 года. Текущая серия извержений началась 23 декабря 2024 года и уже включает 25 эпизодов, каждый из которых длится от нескольких часов до нескольких дней, с паузами от 24 часов до 12 дней. «11 июня, около полудня, мощная песчаная буря накрыла район Раки, включая город Тель-эс-Саман в Сирии. Буря сопровождалась сильными ветрами и резким снижением видимости, создав опасные условия для населения и транспорта. Сирийская метеорологическая служба сообщила, что высота стены пыли составила около 1600 метров. Вызвана она была сильными ветрами, скоростью от 36 до 54 км в час, поднявшими огромные объемы пыли и песка с сухой почвы региона. Сегодня сообщения из Раки указывают на снижение интенсивности бури, но пыльные условия сохраняются. Вчера в районе Шициопу, в округе Цзюлунпо, в городе Чунцин, вспыхнул мощный пожар на стоянке мотоциклов и электроскутеров. Огонь стремительно распространился, уничтожив большое количество транспортных средств и окутав местность густым черным дымом. По данным китайской службы пожарной охраны и спасения, пожарные и полиция оперативно прибыли на место происшествия. Пожар был взят под контроль, и, согласно предварительным сообщениям, жертв удалось избежать. На сегодняшний день пожар полностью потушен. Данные о масштабах ущерба и количестве уничтоженных транспортных средств пока не сообщаются. Точная причина пожара пока также не установлена, но предварительно указывают на возможное самовозгорание литиевых батарей. Такие инциденты не редкость в Китае, где электроскутеры широко распространены. Oh ja！ 还有那些车子都不敢到来开起了。这家伙那个应该摩托车燃起来了，好几个黑人了。地下那个下面好像是车库。我操！我日你妈呀！还好老子车子没停到里面，我二虎啊！哎呀，老子车子停到那里，我在菜心里面停到，不要跟他闹，老子都是跑出来把车子挪起走，我日你！这个车太贵了，快点来落车，没开车的快点来落车。我操，那咋子了哟？好黑人咯！哎呦，得爆哦，听得。 11 июня на заводе по производству взрывчатых веществ Austin Powder Red Diamond в МакАртуре, в штате Огайо, произошла серьезная утечка азотной кислоты объемом около 11 тысяч литров. Инцидент вызвал образование плотного оранжевого облака токсичного газа, что привело к экстренной эвакуации жителей близлежащих районов и введению запрета на полеты в радиусе 50 километров. Прибывшие на место инцидента пожарные и команды по ликвидации химических аварий ликвидировали утечку. К вечеру эвакуированным жителям разрешили вернуться домой.
Завод Austin Powder Red Diamond производит взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности и строительства. Проводится расследование причин произошедшей утечки. Появились первые снимки южного полюса Солнца. Их сделал аппарат Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством при участии НАСА. Ученые уверены, что эти изображения, как и другие данные, полученные в ходе миссии, дадут возможность понять, как движется вещество во внешних слоях Солнца. Это поможет выявлять неожиданные явления, такие как полярные газовые вихри. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале.